И всем привет, паркуристы, с вами снова я, Вендор. И если вы смотрите этот ролик, значит вы набрали 2000 просмотров, за что вам огромное спасибо. Да, это третья часть Long Sweeping Parkour. Впереди еще будет четвертая. Погнали. В своем телеграм-канале и в своем сообществе YouTube канала я написал, чтобы вы написали комментарий. Вот. И помимо этого я еще решил ответить на все комментарии, которые были оставлены до этого. Разбор и реакция на клип Домер Семицвет. Ну, тут действительно я вижу только позитив. В принципе, нормально. Особенно учитывая то, что этот разбор в первый раз, это было, наверное... Ну, сначала это был действительно разбор, а потом это началось перепевка. Вот. Пройди паркур с желтым двигающимся блоком. Высокомерные авторы. Дружище, привет, классный ролик, получился имба. Приятно смотреть, у тебя хорошо получается снимать. Держи лайк, держу кулачки за то, что ты многого добьешься. Спасибо огромное, потому что, в принципе, да, я на тот момент тогда еще много что снимал. Старался, по крайней мере. Вот, но не забудем и про тот факт, что у меня еще был и кредит, который я тоже закрывал. Ты сможешь осуществить свои мечты, я верю в тебя. Желаю успехов и успехов во всем. А я верю в вас, то, что мы наконец наберем 1000 подписчиков. Вот. Также, в принципе, можете подписаться на Мамона, потому что этот автор действительно помогает. Он помогает, ну, больше с Ютубом. То есть, если вы хотите продвинуть свой YouTube канал, можете смело писать ему. Там, на стримах, еще что-нибудь, еще где-нибудь. Вот. Разбор и реакция на клип Зенни. Зенни миллион. Ну, тут, как сказать, в данном случае это действительно было не особо круто. Потому что это была накрутка. Это была накрутка даже, видимо, по комментариям. Потому что раз комментарий с огоньками, два комментария с огоньками, третий... В принципе, то, что, боже, это так захватывающе, что я чуть не задохнулся. Хотя этот ролик, в принципе-то, самый такой, самый фиговый на моем канале. Пройди паркур через ад в Easy Parkour by NTS. Здравствуйте, классное прохождение паркура. Спасибо большое. В принципе, я стараюсь делать паркур разнообразным и стараюсь его проходить. Пройди паркур карту Майнкрафт. Неожиданные вызовы и экстремальные препятствия. И Вендор Геймс. Мой друг скинул твой ролик и сказал, что у тебя монтаж похож на мой. Желаю 43 тысячи подписчиков. Ну, начну с того, что я ни у кого ничего не смотрю по монтажу. То есть монтаж это только мое. Монтаж я делаю сам, самостоятельно. Вот. Поэтому иногда то, что вы видите косяки в монтаже, можете смело меня за это пинать. Вот. В принципе, дальше я могу, возможно, и совершенствоваться. Не знаю. Вернулся через 3 месяца, моя страшная история. Тот самый ролик, где я рассказывал, куда я пропал. Честно сказать, то, что я сделал это чуть-чуть раньше, чем некоторые, это ничего не сказать. Вот. Комментарии тут, ну, держись. Спасибо большое, потому что, да, действительно, в моей жизни был такой не особо приятный год, где происходили те события, которые очень сильно повлияли на мою жизнь. Вот.
Прохожу испытание в своем загадочном скине Майнкрафт. Это шедевр, это пик человечества, венец природы. А, начнем с того, что самое начало ролика это был дом. Дом, где было 6 квартир. И заканчивая тем, то что, ну, типа, скин, в принципе, нормальный. Это как скины у ютубера. Да, понятное дело, то, что я пытался как-то подобрать все остальные там моменты. Но что имеем, то имеем. Потому что, увы, в Майнкрафте не всегда есть блоки, которые я могу, к примеру, применить для того или иного скина. Прыгни в приключения. Паркур Майнкрафт ждет тебя. Тут, если что, есть небольшая подсказочка, что, в принципе, вы увидите в одном из роликов. Ну и с кем коллабу. Переходим к моему телеграм-каналу. Паркурист Вендора. Да, я выкладываю про свою жизнь, про ролики, про анонс роликов и про то, что там вообще движется. Потому что это не только YouTube канал, это еще и мой личный телеграм-канал. Тут я пишу про паспорт, то, что он был получен, и то, что я, ну, чуть-чуть офигел, когда мне его отдали быстрее, чем я его относил, чтобы отдать и заменить. И тут комментарий, я ваша фанатка. Ну, спасибо большое. Очень приятно. Но, типа, не под этим постом. Дальше. Здесь я пишу про то, что я нашел квартиру. Да, я еще пока что не переехал. Но, в принципе, пока еще в планах есть. Но в планах это скорее где-то в конце сентября. Я пишу то, что она стоит 18 тысяч без залога, без комиссии, без мебели, с мебелью. Ну и попросили скинуть объявление. Вот, скинуть объявление я не смог по одной простой причине. В комментариях даже я, в принципе, не могу скидывать никакие ссылки. Специально это сделано, чтобы всякие боты и так далее не могли вас как-то заскамить. Так. Здесь еще один момент, который состоит уже, ну, прямо из ветки. Где я говорю, что я должен был смотреть квартиру в этот день. Но все шло по одному месту, потому что у нас некоторые арендодатели просто либо забывают, либо нет, не хотят ничего за это закрывать. И, соответственно, я уже был на полпути к этому. То есть на полпути к осмотру квартиры, я уже почти дошел. Звоню, объявление уже закрыто, квартиру сняли. Ну кайф, только объявление-то закройте, заархивируйте его хотя бы нормально. Тут мне пишут, а сколько стоит съем. Да, квартира стоила 28 тысяч с учетом залога. А так, ну, поблизости к моей квартире, где я живу, то поблизости от 45 тысяч с учетом залога. Поэтому я так часто работаю и ролики иногда делаю просто ночью. Вот. Остальные либо без мебели, либо далеко. Переезд, конечно, планируется, но менять работу я не планировал. Сейчас пока не знаю, вопрос очень хороший, потому что организация, в которой я работаю, может сделать мне же хуже. Тут не пишут то, что я один собираюсь снимать, удовольствие не из дешевых просто. Да, это я понимаю, но, во-первых, нет подходящих людей просто нету, которые тоже согласны были бы снять квартиру. А во-вторых, ну, как бы с девушки у меня нету и не надо. Пока
надо отойти от того, что до этого было. До этого был кредит. Если что, ролик про то, как я закрывал кредит, находится в подсказочке. А ЗП будет хватать там? Должно. Размер говорить я не буду. Я вообще размер своей ЗП, ну, в принципе, не вижу смысла говорить. Потому что не хватает. Все. Да, это не слишком много, но средняя зарплата. Вот. Тут я пишу еще про военкомат, то что, да, у меня там с военкоматом тоже были призыв был, вот. То есть, соответственно, у меня учеба уже кончилась, а значит, либо я перееду сразу, либо армия. Вот одно из двух. Про категорию мне вообще ничего не известно, потому что мне ничего и не говорят. И скажут мне это только 25 сентября, не раньше. И то, возможно, опять же, это все затянут, и я, в принципе, останусь тем же самым. Дальше я написал еще до выхода ролика, именно 11 июня, то, что я закрыл кредит. Мне пишут то, что на что кредит был, вы об этом узнаете, если вы вдруг не смотрели ролик. Именно оттуда. Потому что говорить что-то где-то свободно я не вижу смысла особо. Как бы все видите в ролике. Ну и еще мне там сказали то, что вот ролик, ну, попросили ответить в личку. В личку я пишу только тем людям, которых я знаю. Вот. Да, на мой телеграм-канал подписаны не только обычные люди, но еще и те, с которыми я знаком. Там, не знаю, по случайности, еще как-то, но да. Давайте перейдем дальше. А дальше нас ждет статистика за 2024 год. Напомню, в этот год я пропал с августа и вернулся только 27 ноября. Из-за чего у меня просмотры просели 145 за год и 1600 показов. С подписчиками вот такая же история, то есть 7 подписчиков всего было. Ну и 15 роликов. Из которых были ролики из рубрик, таких как Minecraft Insight, РВ, а также еще и разговорные ролики со скинами. Да, еще тут присутствует самый последний ролик, именно в конце года, 30 декабря 2024 года, еще и вышел мой трек, самый первый. Кстати, второй трек выйдет уже 25 августа 2025 года в 10:00 по МСК. Ну что ж, давайте тогда дальше продолжим. А дальше нас с вами ожидают вопросы. Вопросы, которые мне нужно ответить. Начнем с интересов и увлечений. Есть ли у вас любимая книга? Если да, то какая? Ну, начнем с того, что книги... Последний раз я их читал года 2 назад. А так, это либо статьи, либо еще что-то. Да, я читаю, но не книги. Какие фильмы или книги повлияли на вашу жизнь? Я бы сказал сериал, но это чуть-чуть не то. А фильм, наверное, не знаю, «Человек-паук. Нет пути домой», к примеру, да. То есть некоторые фильмы, они действительно меня вдохновляют. А сериал, который меня вдохновляет, он выходит на ютубе, это ШГШ. Школа глазами школьника. Какой ваш любимый вид спорта? Бег, наверное, только если. Есть ли у вас любимый вид спорта для зрелища? Нет, такого нету.
Потому что я только вот могу пробежаться и все. Какие ваши самые большие достижения в спорте или физической активности? Наверное, только вот в школе, но школьные достижения это веселые старты те же самые. Там, я не особо помню, что там было. Есть ли у вас любимая детская игра? Какая? Я не помню. Да, мне 20 лет, но я не помню, какая у меня была любимая детская игра. Есть ли у вас любимая шутка какая? Тоже нет. То есть шуток, ну, я в принципе их не особо стараюсь где-то говорить, рассказывать и так далее. Какую роль в вашей жизни играет музыка? С музыкой я почти постоянно. То есть в фильмах она есть, в роликах она есть. Иду куда-то мне, к примеру, там что-то в голове заело, и все. И снова-таки эту песню, к примеру, я включу. Вот. А, там, не знаю, просто гуляя, тоже могу что-то включить. Что вам больше всего нравится в вашем образе жизни? В моем образе жизни мне нравится то, что я могу как-то иногда сам сделать то, что я сам хочу. Понятное дело, то, что я сейчас кружусь между двух сторон, это работа и это YouTube, но при этом я осознанно это все делаю. То есть нет такого, то что вот я не хочу, значит я не пойду. Нет, такое тоже бывало. Типа, если я хочу, то я, к примеру, могу, там, не знаю, отдохнуть, да. Но не больше, чем на сутки. То есть, к примеру, когда у меня все сделано по Ютубу, я могу себе позволить отдых. Есть ли у вас хобби, которое стало вашей работой? Оно еще не стало, пока что. Потому что работа у меня уже есть, а хобби это YouTube. Что вам больше всего нравится в ваших увлечениях и хобби? То, что я могу делать, в принципе, иногда то, что я сам хочу. То есть, к примеру, я могу там, не знаю, смонтировать ролик, могу записать какой-нибудь трек, могу там придумать что-то, еще что-нибудь. То есть, к примеру, на моем YouTube канале выходят ролики, которым, ну, среди которых есть и те ролики, которые мне самому нравятся. Те же самые скины, к примеру, не все, понятное дело, но да, я к ним приложил руку, так что я сам этого хотел. Какое ваше самое странное увлечение? Я такого даже и не скажу. Потому что это судить не мне, а вам скорее. Чем вы любите заниматься на природе? Наверное, только гулять. Гулять и дышать свежим воздухом. Да и на природе я уже давно не был. Я в основном в городе, в основном где-то что-то делаю и все. Есть ли у вас кумиры из мира искусства или науки? Искусство в каком плане? Искусство в плане кино, ну, не сказал бы, потому что тут, ну, наверное, сразу два. Это, получается, ну да, Том Холланд и какой-нибудь там, не знаю, Бенедикт Камбербэтч. Вот. А если учитывать именно YouTube, то в YouTube у меня есть два кумира, к которым я стараюсь стремиться. В принципе, вы их должны знать, наверное. Это Домер и Беф. У них у двоих все это получилось, все супер. И, в принципе, иногда даже можно что-то посмотреть. Можно как-то это все привести так, то что вот, возможно, это ко мне относится, да. Ну, вот, но да. Отдых и развлечения. Какой ваш любимый способ расслабиться? Выкинуть все нафиг с головы и просто отдохнуть, просто поспать. То же самое. Какой ваш любимый способ путешествовать? На машине, поезде или самолете? На машине я в основном, ну, только на такси. На самолете у меня был всего один раз.
туда и обратно, это когда я ездил на чемпионат. На поезде я не помню, потому что это было в далеком детстве, это было снова-таки в Екатеринбург и обратно. Но да, то есть чаще всего я катаюсь именно на машине, но, наверное, любимый способ путешествовать, когда я могу просто отдохнуть, это, наверное, самолет. Вот. Хоть он и дорогой, хоть я и летал на нем один раз, но все же. Есть ли у вас любимые места для отдыха? Кровать, наверное. Плюс еще, не знаю, там аквапарк тоже самый. То есть я могу, к примеру, отдохнуть. В аквапарке, там, искупаться, еще что-нибудь. Есть ли у вас любимые виды отдыха на выходных? У меня выходных таковых и нету. Я в основном только вот работаю. Работаю, еще раз работаю. Что вы предпочитаете, море или горы? Больше я, наверное, предпочитаю море. Потому что, ну, даже учитывая то, что даже не лето, а осень, к примеру, то же самое. Все равно море. Потому что можно позагорать, можно отдохнуть, можно искупаться. А горы, ну а что горы? На горы это просто так не заберешься. Какой ваш самый смешной момент в жизни? Самый смешной момент это... Я даже не вспомню. Какое ваше самое запоминающееся приключение? Из последнего это закрытие кредита, когда сначала я накосячил прям очень сильно, потом я все это закрывал. Что вам больше всего нравится делать зимой, летом, осенью, весной? Летом, ну, безусловно, купаться. Потому что летом иногда бывает жарко, а ты работаешь. Зимой, к примеру, там, не знаю, что-нибудь попить. Попить чего-нибудь горяченького и согреться. Иногда, возможно, посмотреть какой-нибудь фильм. Осенью. Но осенью у меня учеба, осенью у меня всякие заболевания и так далее, поэтому, да. Здесь, наверное, больше всего это все же отдыхать, работать, ну и учиться, само собой. Весной. Что мне нравится делать весной? В принципе, ничего не меняется. Отдохнуть. Ну и поработать. Питание и предпочтения. Какой ваш самый любимый десерт? Самый мой любимый десерт это какое-нибудь мороженое. Если летом. Если, к примеру, осенью, ну не знаю, там пирожок какой-нибудь тот же самый. Чтобы я, во-первых, согрелся, а во-вторых, он был вкусный. Какой ваш любимый напиток? Ну, получается, кола, фанта, ну и другие напитки. То есть газированные напитки, но они мне нравятся. И если это только не кислые какие-нибудь и не тоники. Какие ваши самые любимые способы борьбы со стрессом? Погрузиться в тот же самый паркур, к примеру. Или там, не знаю, отвлечься на что-нибудь, там, в телефоне позалипать, еще что-то. Так я могу, к примеру, бороться. Есть ли у вас кулинарное предпочтение? Наверное, только что-то против. Потому что я не могу есть ни суши, ни роллы. Какие ваши предпочтения в еде? Сладкое или соленое? Если под соленым имеется в виду та же самая картошка фри, то я ем и то, и то. Если, к примеру, там, не знаю, что-то пересоленное, то, естественно, что-то сладкое больше. Какие ваши предпочтения в кино? Комедии, драмы, фантастика и так далее. Больше фантастика, потому что там тот же самый Марвел я иногда могу посмотреть.
Сейчас, к примеру, в последнее время я не очень часто начал, но так да. Так, с удовольствием, к примеру, что-нибудь, да, пересмотрю. Личностные качества и жизненные уроки. Есть ли у вас страх перед публичными выступлениями? Ам, да, есть. И этот страх на самом деле это даже когда, к примеру, включают твой ролик, да, мне чуть-чуть, не знаю, не по себе после этого. Я смущаюсь. Пока что этот страх я еще не победил, но, возможно, в дальнейшем будет. Какие ваши самые большие страхи перед будущим? Страхи, что я останусь один. Страхи, что, ну, не все пойдет по плану, как я хочу. Ну и все. Какой ваш самый ценный совет, который вы получили в жизни? Не доверяйте остальным. Не доверяй другим людям, с кем ты не общался, с кем ты очень мало общаешься. И не давать денег вообще никому. Доверяй только себе. То есть люди, которым можно довериться, но не всем. Далеко не всем. Какой у вас был самый трудный выбор в жизни? Самый трудный выбор в жизни у меня был, когда мне нужно было решить, либо я работаю 2/5 и полностью отрубаюсь от Ютуба, либо я не погашаю кредит. Есть ли у вас вдохновляющая история из жизни других людей? Тоже есть. Потому что, там, не знаю, у Домера там, ну, постоянно было что-то. То у него с глазом что-то, то еще что-то. Но он не сдается, он идет дальше и старается все проблемы свои решить как можно скорее. Какие ваши самые большие жизненные уроки? Самый большой жизненный урок это... Я не буду это говорить, потому что это будет уже повторение прям очень огромное. А что-то помимо этого, это навык, не знаю, там не бояться чего-то. То есть навык не бояться той же самой кухни. Понимание того, что не все люди хотят зла, но не все люди хотят и добра. Какие ваши самые большие достижения в личной жизни? Закончить колледж, закончить, в принципе, школу и выбраться из ямы, которая под названием кредит. Все. Что вы считаете самым большим недостатком? Своим самым большим недостатком я считаю стрессоустойчивость, к примеру, или отсутствие того же самого отдыха. Какие ваши сильные стороны как личности? Целеустремленность, работа над своими же ошибками, но и стараться помогать людям. Есть ли у вас талант, о котором никто не знает? Наверное, только монтаж роликов. Даже про сам YouTube мало кто знает. Что для вас значит доброта? Доброта для меня значит это то, что ты помогаешь другим, взамен ничего не прося. Что для вас важнее, работа или личная жизнь? Для меня иногда важна личная жизнь. То есть мне нужен отдых. Но чаще всего все же важнее работа. Потому что на работе я на той же самой могу реально отдохнуть. Понятное дело, то, что не так, как нужно, но да, отдохну. Какие ваши мысли о значении искусства и культуры в жизни человека? В принципе, нас и искусство, и культура всегда окружает. Если бы не было культуры,
что человечество скатилось бы потихоньку, полегоньку к первобытному веку. Искусство, ну, не знаю, искусство это больше вдохновение, больше такое, не знаю, там, отдохнуть и так далее. Какие ваши мысли о важности здоровья и активного образа жизни? Здоровье важно, потому что без него ты можешь в любой момент просто развалиться, заболеть, и у тебя по итогу, там, не знаю, тот же самый ролик может просто не записаться. Активный образ жизни тоже хорошо, потому что так ты стараешься укрепить как-то свой иммунитет. Какие ваши мысли о значении технологий в нашей жизни сегодня? Технологии помогают нам, там, не знаю, что-то узнать, что-то понять, что-то в чем-то разобраться, да. Я не говорю про моменты, когда ты просто сидишь в интернете или просто в телефоне и залипаешь. Иногда, да, иногда это полезно, может быть как там напряжение, то есть, не знаю, там разминка для мозга, если это умные какие-нибудь игры, да, или наоборот отдых небольшой. Тогда да. Какие ваши мысли о будущем человечества и планеты Земля? Человечество потихоньку начинает делать какие-нибудь там, не знаю, технологии, еще что-то. То есть он потихоньку начинает прогрессировать. Так же, как и сейчас. Да. И со временем, мне кажется, цивилизация будет, ну, еще лучше. А вот, к примеру, у планете Земля, я думаю, то, что даже учитывая то, что там, не знаю, человечество что-то изобретет, мусора от этого становится больше. И, соответственно, сама Земля может быть скоро загрязнена очень сильно. Какие ваши самые большие надежды на будущее человечества? То, что человечество потихоньку начнет становиться добрее друг к другу и честнее. Опять же, это все, ну, только вот такая вот надежда небольшая. То есть, такого никогда не будет, потому что везде, в какой-нибудь компании найдется человек, который либо лжет, либо старается как-то сделать все назло другим. Что вы думаете о современных технологиях? О современных технологиях я думаю, что потихоньку, полегоньку они нам помогают. То есть, к примеру, без технологий многие не знали бы даже, как собрать компьютер. Многие не знали бы, как разобраться в той или иной программе. Особенно, если эта программа не интуитивная. Какие ваши идеи о счастье и успехе изменились с течением времени? Счастье это дело такое временное, переменное, то есть у каждого человека своя идея счастья. Успех, ну, то же самое. То есть для меня, к примеру, счастье это когда у меня наконец-таки наступает отдых, полностью отдых, когда я наконец-то отдыхаю и не думаю вообще ни о чем. И при этом у меня еще и есть какая-нибудь там, не знаю, прибыль. То есть я могу там, не знаю, вложить деньги, еще что-то. Успех. Успех тоже хороший вопрос, потому что это у меня это больше, наверное, с популярностью связано. Потому что, ну, для меня успех это когда там, не знаю, ролик взлетит или еще что-нибудь, пока что. Потому что у меня канал такой, канал застывший. У меня уже год каналу, даже больше года, но при этом подписчиков также еще 15. Ну ладно, там было 7, с 24 года увеличилось на 8. Это уже круто, но это все еще не 100. То же самое. Что для вас значит самореализация? Для меня самореализация это значит то, что вот ты можешь разобраться в чем-то, ты можешь там реализовать что-то, что не может другой человек.
и стараться как-то это понять, ну, и рассказать другим. Вот. Какое ваше самое большое желание на будущее? А, Побольше отдыха, побольше, ну, ладно, такого же уровня работы, но и при этом еще и а, побольше иметь финансов. Какие страны вы хотели бы посетить в будущем? Когда все закончится, я, наверное, хотел бы посетить, не знаю, там, тот же самый Дубай или США, но не более. Какие ваши самые большие мечты на будущее? Набрать 1000 подписчиков, повыситься, там, не знаю, до инструктора или до менеджера, и, наконец, закончить все свои проблемы, которые у меня есть, будут. Есть ли у вас мечта, которую вы хотите осуществить? Я на этот вопрос уже ответил. Есть ли у вас мечта о том, чтобы стать известным в какой-либо области? Тоже ответил. Какие ваши планы на ближайшие 5 лет? У меня ближайшие 5 лет это, опять же, смутное время, потому что я не знаю, что у меня будет с армией. Поэтому на ближайшие 5 лет я даже не вижу смысла что-то рассчитывать, но единственное, что скажу, то что, возможно, я также буду записывать на YouTube ролики. Я с YouTube пока никуда не ухожу. Социальные связи и дружба. Есть ли у вас опыт работы над проектами или инициативами? Но те же самые коллаборации, к примеру, я могу как-то там поработать, еще что-то. Какие качества вы ищете в партнере? Смотря какой партнер, если это девушка, то желательно не курящая, не пьющая, и в принципе, чтобы она не сидела у меня на шее. Чтобы у нее были те же самые, ну не знаю, хорошие поступки, а не только, там, не знаю, горечь в душе. Чтобы мы могли друг на друга положиться. А если это, не знаю, там друг или знакомый какой-нибудь, честность, открытость и желание помогать. Что для вас значит дружба на расстоянии? Дружба онлайн, та же самая. То есть, да, понятно, вы не можете там дружить, именно вот встретиться и что-то обсудить. Но при этом вы можете друг другу написать или позвонить и что-то решить. Что вам больше всего нравится в ваших друзьях и знакомых? Мне больше всего нравится то, что зачастую мои друзья так же открыты ко мне, как и я к ним. Ну и также с честностью. Какая у вас самая нелюбимая домашняя обязанность? Пылесосить. Хотя пылесосить я в принципе не умею, но... Ну и мыть полы. Что вы делаете, когда вам грустно? Включая какую-нибудь музычку, либо какую-нибудь грустную, тогда, когда реально что-то случилось, либо что-то бодрящее. Какие ваши привычки перед сном? В последнее время я монтирую ролики, делаю что-то по роликам, оформляю их, выкладываю на канал, и это все иногда перед сном. То есть, ну как, нет, каждый день перед сном. Какие ваши самые запоминающиеся моменты из учебы? Тогда, когда у нас каникулы начались раньше, это было, по-моему, в год ковида, если я не ошибаюсь, тогда у нас весенние каникулы просто начались раньше. Вот. Соответственно, это нам стало известно за неделю где-то. Что для вас значит быть взрослым? Принимать ответственные решения, стараться думать своей головой, ни на кого не полагаться, чаще всего, и стараться следить за своими финансами.
Сколько времени вы проводите за экранами каждый день? А, Выкинем, получается, 10 часов это сон, и выкинем работу. Это часов 8, наверное, 9. Так. Ну вот и получается, что 5 часов, ну, примерно. Да и сплю я иногда бывает 6 часов, иногда 8, поэтому от 5 часов и выше. Что вам больше всего нравится в вашем характере? То, что я люблю помогать другим. Я люблю помогать другим и стараться как-то все это сделать. Если, к примеру, мне самому это ничто не мешает. Что для вас значит свобода? Свобода для меня это когда я могу принимать свои решения тогда, когда я захочу. То есть я не завишу ни от кого, стараюсь. А, Понятно то, что там по финансам, да, ладно, это возможно. Но, к примеру, там, не знаю, зависеть от кого-то мне не особо иногда нравится. Какие ваши цели на ближайший год? Мои цели на ближайший год, кстати, они написаны даже в телеграм-канале. Это, получается, переехать, набрать хотя бы 50 подписчиков до конца года, выложить 25 роликов по Minecraft Inside, там ролики по Long Sleeping Parkour, 2 разговорных, 3 ролика по РВ, 5 роликов по скинам, трек выложить, там 2-3 реакции, запустить стримы, получается, новогодние, и после того, как я перееду, когда у меня выйдет ролик, соответственно, про это, добавить субтитры, наконец-то, и добавить там коды. И еще, это заработать 350 тысяч до конца года, набрать 25 подписчиков и записать еще 2 трека. 25 подписчиков набрать именно в телеграм-канале. Что вам больше всего нравится в вашей культуре? Для меня в моей культуре нравится то, что... Я не знаю даже. В рамках чего? В рамках страны или в рамках моего окружения? В рамках моего окружения это, мне кажется, речь больше. Потому что, понятное дело, то, что там материться все могут, но, типа, не так часто. Какой у вас самый странный страх? Наверное, страх одиночества. И все. Какой ваш самый странный опыт на работе или учебе? Еще я, кстати, работал в Росселекоме. И мне там, в принципе, не понравилось. Ставлю этому месту 2 из 10. Потому что это надо иметь прям очень хорошие нервы. Я не буду говорить, что я там делал, но я там работал. Есть ли у вас опыт работы за границей или в другой стране? Нет, нету. Я не был в другой стране, я вот только тут. Есть ли у вас идея о том, как улучшить мир вокруг себя? Стараться меньше загрязнять природу. Стараться, ну, в принципе, по экологии. А также еще стараться выбирать тех людей, которые ведут себя не так, как, там, не знаю, люди, которым просто что-то нужно. Просто там, ну, хотя бы та же самая помощь, но присутствует. Что вам больше всего нравится делать на свежем воздухе? На свежем воздухе мне нравится, получается, ходить, гулять. Иногда бывает то, что посидеть где-нибудь там. Ну и все. Возможно, даже искупнуться. Какой момент в вашей жизни вы бы хотели пережить снова? В принципе, я бы, наверное, снова пережил бы тот момент, когда я заканчивал колледж. Когда я хотел признаться в отношениях перед девушкой. Когда я
просто не мог не прервать связь с другой девушкой, которая меня морозила, к примеру. Что для вас важнее, карьера или семья? Для меня и то важно, потому что карьера позволяет тебе повыситься выше, семья же это... Нет ничего важнее семьи, как говорится, потому что семья тебе может помочь в любую минуту. Сколько языков вы знаете или хотите выучить? Я знаю русский, я знаю английский, по большей части, ну ладно, средние. Несколько слов на украинском, несколько слов на... Ну как, нет, ладно, одно слово на китайском и все. По-моему, еще японский чуть-чуть. Буквально одно слово. Вот. А вот какой бы я хотел бы выучить, это, наверное, все же английский. Что вам больше всего нравится в вашей профессии? То, что я могу наладить свои коммуникативные связи. Могу наладить свою стрессоустойчивость, то же самое. Какие ваши самые запоминающиеся моменты из путешествий? Из путешествий, наверное, то, что с кем бы я их ни проводил, эти люди как-то мне помогали. Что вам больше всего нравится делать по утрам? Выпить какой-нибудь напиток, то есть морс, компот, там, иногда молоко, ладно, там, чай какой-нибудь, горячий шоколад, то есть газированные напитки я пью в основном, там, не знаю, ночью, вечером или днем, а утром я пью больше такое, воду, молоко, морс, компот. Какие ваши мысли о важности образования и саморазвития? Образование должно быть, в принципе, хорошим для нас всех. И оно, естественно, важно, потому что мы сегодня, к примеру, там, не знаю, умеем одно, но не умеем другое, да? А в следующем месяце мы этому уже научились. То есть, к примеру, там, не знаю, монтаж роликов. Я до этого просто ничего не умел. Я в этом просто до этого вообще ничего не понимал до одного момента, когда я наконец-таки начал как-то что-то монтировать. Тогда я потихоньку, полегоньку все это начал над этим работать. Что для вас значит быть частью сообщества или группы людей? Для меня часть сообщества это когда я работаю не один, а работаю в команде. Соответственно, задачи распределяются поровну. Это значит то, что я уже не могу загибаться. То есть мне надо выполнить свою работу, выполнить свою функцию, которая мне нужна, и все. И дальше уже пойдет потихоньку у нас прогресс до нужного результата нам. Есть ли у вас опыт путешествий по родной стране? Есть. Я, получается, посетил сколько? Нижний Новгород, там, Пермь, по-моему. Нет, вру, Псков. Екатеринбург. И вроде как все. Еще Великий Новгород, точно. 4 города я посетил, и включая 5, в котором я сейчас живу. Есть ли у вас опыт участия в общественных мероприятиях или акциях? Там, не знаю, возложение цветов какой-нибудь на 9 мая. Такое, да, такое есть, но не более. То есть я либо не могу найти время, либо я просто не хочу это. Вот. Кстати, вот история о том, как я набрал, наверное, 10 подписчиков. Именно так я хотел бы еще.
Соответственно, еще просто пишет, я набрал помощь, в январе я набрал 2, когда я выложил разбор реакции на номер, потом еще что-то я набрал 20 февраля после кучи роликов. У меня там ролики, по-моему, были как инсайд и скинут. Я старался делать для вас даже я снимал для вас которые потом мне все же пришлось еще записывать что-то нужно, какую-то реакцию. Да. Скины я там, они у меня были озвучены еще давно. Они должны были выйти в декабре, но они вышли позже, потому что я просто не успел. А позже я их, в принципе, чуть-чуть отложил, потому что сначала учебу, потом работу. Соответственно, то, что вы видели скин Бефа, это должно было быть еще в декабре. Конечно, это в феврале, потому что я потом не успевал. Что дальше было, это, наверное, то, что я бы обещал, еще что-то. И вот, наверное, впереди самых главных советов, по которым и нужно, и не нужно что-то делать. Первый совет, как не нужно поступать, это, наверное, пропадает вообще без вести. То есть у меня вот вышло, получается, 2 ролика ПРД. Наверное, люди действительно старались как-то понять, что дальше будет. А потом я просто пропал. Вообще на 3 месяца. Соответственно, у меня происходило то, что я уже рассказывал несколько раз даже. А потом, в январе, я начал как-то это дело сначала анализировать, то что вот раз там очень хорошо набрала реакция на домера, то почему бы мне на самом деле не вернуться. Но опять же вернуться с учетом того, что у меня будет проходить там раз в 4 дня. Это на самом деле чуть-чуть сработало, но и в то же время убило в том, что у меня следующий ролик вышел спустя 6 дней, спустя 4. Плюс к этому просмотры и показы всегда теряются за первые 3 дня. А у меня ролик уходит на 4-й день. Соответственно, у меня вот только все это спадает, потом повышается не сильно и опять спадает. Вот. Сейчас же на самом деле я эту проблему начал решать. В марте у меня выходили ролики, по-моему, вообще раз в 2 дня или раз в 4 дня где-то. Вот. И по количеству роликов в месяц я догнал даже самого Зеня, у которого ролики выходили прям очень часто. Потом я начал уже подстраивать для себя режим, то что вот понедельник и четверг. Каждый понедельник и четверг у меня выходит какой-то ролик. Вот. И до сих пор пока это так. Вот. Возможно, что в конце года я об этом даже сообщу в своем телеграм-канале, поэтому подпишись. У меня все же изменится график. И график изменится с понедельника и четверга на среду и субботу. Так и вам будет удобнее, и мне будет комфортнее. Соответственно, в субботу, в принципе, как я вижу по аналитике, многие уже просто возвращаются с учебы, многих выходной там, а в среду то же самое.
Да, в 9 вечера, там в 8 вечера начинается набор просмотров, но а что поделать? Нужно, чтобы ролики были равномерно распределены. Вот. Потом еще один такой вот совет, как лучше еще набрать 10 подписчиков, это стараться делать ролик не только там, не знаю, большим, но еще и интересным. И, в принципе, как по мне, так эти два важных совета и должны быть. Что еще, наверное, это то, что анализировать свой контент, анализировать контент других. Возможно, даже где-то выкладывать другие ролики, ну, не похожие на людей. И потом, в будущем, можно будет после этого становиться больше по просмотрам. Кстати, что я заметил, то что у меня как раз в последнее время, после того, как я был превью, и звук у меня, ну, голос стал чуть-чуть там поменьше по басу, то у меня просмотры стали больше. Очень резко, но стали. Я вот за неделю, по-моему, набрал 1000 просмотров, за что вам огромное спасибо, конечно, но я просто чуть-чуть устал монтировать ролик, потому что он вышел не таким хорошим, но при этом он еще и был сам большой. Поэтому, пожалуйста, не нужно настолько быстро набирать. Да, я понимаю, то, что ролик интересный, но все же давайте чуть-чуть хотя бы, там, не знаю, 2 недели хотя бы, чтобы я просто успел его смонтировать. На данный момент, ну, сегодняшнее число, когда должен выходить ролик, это 18 августа. Записываю я этот ролик 7 августа. И да, последние 5 дней я, наверное, монтировал только этот ролик. Потому что он самый тяжелый, самый большой, но при этом для вас самый увлекательный. Я стараюсь, по крайней мере, в это верить. И надеюсь, что для вас он также будет чем-то моим участием. Тем более, что он вышел-то уже 58 минут. Что вас впереди ждет, это я пока не знаю.
в принципе, у нас с вами осталось последний уровень. Давай. Не так по лестнице. Угу. Дальше на забор, на бревна. Все. Ну что ж, паркуристы, всем удачи и всем пока. Не забывайте смотреть ролик слева и справа. На с вами был, как всегда, я, Вендор. И всем удачного дня. Всем пока-пока.